Как вас зовут? Валимуни Мудинсилаги Химанта Чандра Кумара. Сколько вам лет? Вам сколько? Сколько вам лет? Сколько лет? Мой день рождения. 1971. 07/06. 07 месяц, 06 день, да. Понятно. Где вы родились? В каком городе вы родились? Полгахавила, Шри-Ланка, Полгахавила. У вас есть семья? Извините, у вас есть семья, жена, дети. Жена и 2 детей. 2 детей. Сколько лет вашим детям? 2 сыновей. 2 сыновей. Сколько им лет? Сколько им лет? Сколько лет? Ходят ли они в школу? Итак, вы родились в 1971 году. В каком году родились ваши дети, ваши сыновья? Старший сын в 2004. В 2004. Младший сын в 2010 году. Спасибо. Что вы занимались? Кем работали? Чем вы занимались на Шри-Ланке? Работы там нет. Учится. Да. Я спрашиваю о вас. В чем заключалась ваша работа? Что вы делали? Моя работа — я отставной военнослужащий армии Шри-Ланки. Армия Шри-Ланки. Я не солдат, я инженер данных, оператор компьютера, информационные технологии. Итак, вы занимались информационными технологиями в армии. Сколько лет вы служили в армии? 22 года. 22 года. После этого я ушел в отставку. Вы офицер? Извините. Вы офицер армии Шри-Ланки. Какое было у вас звание? Вы были офицером, сержантом или солдатом? Солдат. В последнем ранге прапорщик. Понятно. Прапорщик в отставке. Не офицер. Понятно. В каком году вы уволились из армии? В 2019 году. 2019 год, понятно. Что вы делали после этого? Когда вы уволились из армии? После того, как ушел на пенсию? Да, после. Я таксист. Таксист. Таксист тук-тука. Тук-тук. Да, тук-тука. Понятно. Понятно. Как вы узнали, что можно поехать в Россию и пойти в армию? Я хотел больше денег на операцию на сердце моей жены. Мне нужны они на операцию шунтирования для моей жены. Операция на сердце. Для моей жены. На операцию вашей жене. Извините. Вы хотели иметь деньги, чтобы оплатить операцию своей жене? Да, около $5000. Мне надо. И еще мой старший сын учится. Нужно оплатить общежитие, университет в этом году. У нас вообще не было денег на это. На Шри-Ланке нет работы, чтобы заработать деньги, поэтому я искал работу в России. Как вы узнали, что можно найти работу в России? Кто-то, друзья, рассказывали вам об этом. Агент из Шри-Ланки. Агент. Да. Как зовут агента? Он сказал Нимал.
Фамилии и полностью как зовут, я не знаю. Нимал — это имя. Он из вашего родного города, этот агент? Или в каком-то другом городе Шри-Ланки? Я думаю, что это город Курипеты. Итак, вы заплатили деньги агенту. $3000. $3000. Да, понятно. $3000 — это российская виза и билет на самолет. Российская виза и паспорт тоже. Итак, вы... Это были ваши собственные деньги, эти $3000. Я заложил свой дом и землю, и там взял деньги на это. Понятно. Так как же вы узнали об этом агенте? Вы видели какую-то рекламу или знакомы с ним лично? Например, как вы нашли этого агента? Я не понимаю. То есть этот агент, который говорил о работе в России, да. Как вы его нашли? Как узнали о существовании этого агента? Он мне сказал, что российская армия — это не линия фронта, это нормальная работа. Больше безопасности. То есть он сказал, что это в армии, это не фронт. Да, понятно. И когда они сказали, что мы идем в армию, я не связывал это с линией фронта. Я таким не занимался. Я не знал. Я знаю армию Шри-Ланки. Я только оператор. Понятно. Понятно. Он сказал, сколько денег вы получите. Извините. Он сказал, сколько денег вы получите, работая во время службы в российской армии. В российской армии зарплата 204 тысячи в месяц. 204 тысячи в месяц. Долларов в месяц. 204 тысячи в месяц. Может, 2400. Нет, может быть, $2400 в месяц. Нет, нет, нет. 204 тысячи рублей. 204 тысячи рублей. Да, понятно. Какого числа вы попали в Россию? Вы приехали в Россию на самолете? Да. В аэропорт? Я не понимаю. Вы вылетели из Шри-Ланки, вы приехали в Россию. В какой день? В какой день вы приехали в Россию? Я приехал из Шри-Ланки в аэропорт России. Меня и еще несколько человек, 4 мужчины из Шри-Ланки. Один мужчина забрал из аэропорта. После этого, на следующий день, ранним утром, в московском армейском лагере, мы встретили Мохаммада Сакира. Понятно, так в какой день вы приехали в Россию, когда вы приехали в Россию? Какая была дата? 15 февраля. 15 февраля. 2024 года. 2024 года. Тот самый военный лагерь.
Знаете ли вы это место? Это же «Авангард», нет? Да. Это учебный центр «Авангард». Вы были здесь, учебный центр. Значит, они забрали вас сюда на следующий день. Вы были здесь. Извините. Когда вы приехали в Россию, на следующий день вас сюда привезли. Или это было другое место? Я не знаю. Я зарегистрировался в московском лагере. После этого меня забрали в этот лагерь. То есть сначала вы оказались в другом месте. Был ли этот военный лагерь за городом или внутри города? Я подписывал контракт в московском лагере. После этого я приехал сюда на обучение. Понятно. Знаете ли вы это место? Да, я думаю, что это то же самое. Значит, вас сначала сюда привезли, да, где вы подписали контракт. Подписал контракт. Понятно, то есть вы приехали в Москву, вас сюда привезли, да. Да. Понятно, расскажите нам об этом. Вы приехали сюда, прошли медицинское обследование, да. Да. Когда вы приехали сюда, вы проходили медицинское обследование. Медицинское. 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 Я подписал контракт, подписал медицинский банк, паспорт. Извините, банковский счет тоже. Значит, во время медицинского обследования что они делали? У вас взяли кровь на анализ. Да, анализ крови, обследование сердца. Сердце. Сердце. И руки, ноги, чтоб понятно работали. Нету ли у вас травм? Да. Понятно. Кровяное давление. Кровяное давление. Вы знаете, что это? Да. Понятно. Был ли у вас там переводчик? Переводчик? Да. Нет, я не знал, что подписываю, просто подписывал все бумаги. Но не знал, какие. Я спросил у другого человека, Маматаки, что я подписал. Что это такое, он не сказал. Поэтому я подписал еще несколько бумаг и все такое. Понятно. Но я запросил копии каких-то бумаг, писем. Они сказали, что нет, они не дадут. У вас был с собой телефон? Нет. Они забрали ваш телефон. У вас был с собой телефон? Нет, никаких фотографий. Вообще никаких фотографий. Вы поняли условия контракта? Вам их объясняли. Условия. Сколько денег вы получите при подписании контракта? Вам это объясняли. Денег нет. На данный момент я не получаю никаких денег. Вы не получили денег? Нет, я не получил никаких денег. Из российской армии. Так вы подписали контракт. После этого вас сюда привезли, да. Авангард. Вы сюда приехали, да. Извините, после того, как вы подписали контракт. После того, как я подписал контракт, я оказался в лагере. Я приехал, кажется, в тот лагерь, в Авангард, на 7 дней тренировок. 7 дней, понятно. То есть вы узнаете здание? Не знаю. Выглядело ли оно так? Не знаю. Вы жили в зданиях или в палатках? Где вы жили? Извините, где вы жили в тренировочном лагере?
Тренировочный лагерь. Тренировочный лагерь, да. Это были здания или палатки, такие как большие палатки, армейские палатки. Только 7-дневная тренировка, внутренняя, извините, тренировка в помещении, а не на улице. Тренировки в помещении. Понятно, что вы там делали? Что это за обучение? Только механическое оборудование и оказание первой помощи. Вы изучали медицину? Медицину? Да. При повреждениях ноги, повреждениях руки, как выносить. Это тоже. Итак, вы тренировались внутри и жили в здании, да. Верно. Вы жили в здании. Внутри здания не палатка, а здание. Да, внутри здания. Так узнаете ли вы что-нибудь из этих мест? Нет. Нет. То есть не такое. Это в одном здании, которое я знаю. Вы тренировались с другими ребятами из Шри-Ланки. Извините. Другие люди, которые тренировались с вами, были из Шри-Ланки. Или они тоже были из других стран, из разных стран? Разные страны, да. Из Индии, из Африки. 3 или 4 страны, люди там служили. Были ребята из Непала. Непал. Из Непала 1 человек. 1 человек. Из Кубы. Куба. Из Кубы нет. Никого из Кубы. Понятно. Инструкторы, как вы с ними общались? Был ли у вас там переводчик? Агент. Как переводчик. Итак, ребята показали вам медицину. Как вам это объяснили? Объяснили ли они это на английском? Да, на английском языке. Они провели медицинское обследование и проверку банковского счета, и я подписал. Только нам ничего не переводили. То есть они вас не поняли. То есть у вас не было переводчика? Да. Переводчик. У вас был переводчик? Нет. Понятно, 7 дней тренировок в авангарде. Что происходило? Извините, после 7 дней обучения в авангарде. На следующий день наш инструктор по обучению сказал: «Вы едете дальше в лагерь, вы готовы». После этого я собрался и уехал на автобусе из Москвы. Потом снова в Москву. Опять в Москву. В Москве в 6 часов вечера я сел на автобус и поехал обратно. У меня не было денег, чтобы заплатить за еду и проживание. У нас не было денег, мы не могли снимать жилье за деньги. Потому мы работали в этом здании. Через 5 дней к нам домой позвонил друг-студент. «Вы едете в мой лагерь в Рязань». Вступить в армию в лагере в Рязани. И мы вчетвером поехали в лагерь в Рязани и снова связались с Сакиром.
И в тот же день, 28 февраля, в московский лагерь Сакир написал об отмене. Мы остались в Рязани. Нам позвонили из московского лагеря и сказали, чтобы мы возвращались и шли в армию. Но я не мог туда поехать. Мы зарегистрировались и подписали новый контракт в Рязани. То есть вы подписали новый контракт. 2 подписали. В Москве и в Рязани. Рязань. Рязань, верно. Рязань. Лагерь в Рязани. Лагерь в Рязани. Знаете ли вы название подразделения? Извините, знаете ли вы название подразделения, в которое вступили? Армейское подразделение. Название воинской части. Полк или бригада или дивизия. Как оно называлось? Название подразделения или воинской части, в которую вы вступили. Воинская часть. Я не знаю. Я не знаю, нужно было зарегистрироваться 7 марта для подписания контракта. После этого 15 марта мы поехали в Ростов. Повторите еще раз, в какой день вы подписали второй контракт? Второй контракт 15 марта. 15 марта. То есть вы подписали контракт во второй раз и поехали куда? Вы подписали контракт в Рязани. Что было дальше? 15 марта я поехал на автобусе в Ростов. Кажется, всего 22 часа, время в пути. В ростовском лагере 2 недели обучения. 2 недели обучения. После этого 2 недели тренировались со мной 54 человека из Шри-Ланки. 15 человек. 58 жителей Шри-Ланки, 1 индиец и еще 1 человек, всего 60 человек. А в ростовском лагере тренировка проходила в группах. В ростовском лагере мы тренировались в группе по 20 человек. Так чему же вы обучались? Чем вы занимались во время обучения? Мы бросали гранаты и стреляли только из АК-47, вот и все. АК-47. Это только. А в армии Шри-Ланки вы проходили обучение по обращению с оружием? В армии Шри-Ланки? Да. Никакой подготовки по обращению с оружием. Никакой подготовки по обращению с оружием. Потому что я вступил в армию Шри-Ланки на базовый курс, только базовая подготовка. Понятно. Итак, как россияне общались с вами? Знали ли они английский? Я имею в виду ваших инструкторов. Да, переводчик был на английский язык. У вас был переводчик. Были ли переводчики в военной форме? Да, в военной форме. Понятно. Вам сказали, что вы едете на войну, на фронт. Извините. Вам россияне говорили, что после Ростова вы едете на фронт. Из Ростова-на-Дону приехал сразу в Украину. Мы не знаем куда. В лагерь, в подземный лагерь, маленький лагерь. Двухэтажное здание, заброшенное здание. Подземные бункеры одинаковые. Похоже на тот, куда мы пришли. В подземном бункере.
60- и 50-летние люди, россияне, пожилые мужчины. 60 лет. Так какого же числа вы поехали в Украину? Извините, в какой день вы поехали в Украину? 10 дней. Ружья РПГ. И АК-47. Броски гранат. И движение в стрельбе. В какой день вы приехали в Украину из Ростова? Какая была дата? Какого числа? Да, дата. Думаю, с ростовского лагеря. 20 марта. 20 марта. 20 марта мы отправились из Ростова в Украину. В Украине тренировка в лагере 10 дней. 10 дней. Через 7 дней после лагеря, тренировки в лагере, это 2-3-этажное здание, темная комната. После у нас было обучение, которое мы проводили в Украине, тоже под землей, нигде нельзя выйти, никуда не ходить, ни туалета, ни ванны. То есть вас не выпускали. Знаете ли вы регион Украины, в котором были? В каком регионе, в каком месте? Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон. Извините, я не понял. Знаете ли вы регион, слышали ли вы о регионе, в котором были в Украине? Я не знаю где. Да, не знаю. Я знаю только то, что это Украина. Я не знал, где я нахожусь. Итак, вы прибыли в Украину. Что вы делали дальше? Это было 7 апреля. Другой лагерь. Обучение, пребывание в течение 2 дней, комнаты с темным светом. 35 человек в маленькой комнате. На следующий день, рано утром. Они выдали оружие, патроны и боеприпасы, чтобы быть готовым к выходу. Я сказал, что не могу. Мы сказали, что не можем идти в бой. То есть я не мог пойти на позиции. 3 людей остались в живых накануне. 3 человека. Они сказали: «Не кричите. Вы идете на передовую». Вам говорили, что они расстреливают людей, которые не хотят идти на передовую? Извините. То есть, что они вам говорили? Они сказали, что они будут делать, если вы не пойдете на фронт, когда вы не захотите идти на фронт. Если я не могу пойти на фронт, меня накажут, меня за это накажут. И посадят в тюрьму в лагере, как других шри-ланкийских людей. В тюрьму? Ни тепла, ни воды. Пока я не скажу, что смогу. Без ничего. Все равно заставят пойти. В тот день утром в 7 часов я и 3 шри-ланкийцев, и еще россияне передвигались на Армате. Армата. 30 минут. В мгновение обстрел по Армате,
Мы пытались двигаться быстро, убегать, останавливаться и ехать, но когда выбрались наружу, расстояние было всего 50 метров. Повсюду этот огонь, взрывы бомб, артиллерия, самолеты, беспилотники. Все эти бомбы, я лег, они взрываются в каждую секунду. Двое шри-ланкийцев пошли вперед, один шри-ланкиец погиб, об остальных я не знаю. Я знаю, что это был момент ночью, 12 или 10 часов. Я проснулся, встал и пошел туда, где мог бы лечь. Я увидел 3 бронированных танка. Я подошел к одному бронированному танку, постучал в другой, там никого не было. Я вырыл большую яму под танком и оставался 3 суток под бронированным танком. Я не стрелял ни пулями, ни каким-либо оружием. У меня не было никакого оружия. 3 дня под бронированным танком я не видел никакого движения. Я видел, как взрывались эти танки. Потом весь мой боезапас, у меня 420 патронов и 88 ручных гранат, также взорвались вместе с бронированным танком. И после этого утром я пошел куда попало, возвращаясь назад, не знаю, около 3 километра я прошел мне вслед летели бомбы, атаковали. Дроны, да. Я не мог уйти, я прятался то в одном, то в другом доме. Дома взорвались, в одном доме, не знаю, думаю. Дрон его не видел, я пробыл в нем 3 дня, в этом доме ни тепла, ни еды, ни воды. После этого я снял свой шлем, куртку, форму также снял. И я увидел какую-то штуку, домашнюю ткань, белую простыню. Так как я замерз, я укутался ею, одел и ушел. Теперь я хотел вернуться на Шри-Ланку. И больше ничего. После этого я прошел 5 километров, встретил несколько людей. Я сказал им свою просьбу, я им сказал, что хочу, но они не знали английского, понимали только русский язык. Я увидел дом с баннером ЮНИСЕФ. Там были старые мужчина и женщина. Я попросил что-нибудь поесть. Он дал мне хлеба, 6 буханок хлеба и какую-то консерву. Они сказали: «Нет, ты иди отсюда». Я взял свою сумку. В сумке была униформа, медицинская коробка и противогаз. Была только моя сумка. И после этого я пошел вперед. Я увидел линию траншей. Там никого не было. Только постоянный огонь. Огонь с утра до ночи. Я его видел, слышал, шел вперед.
Я увидел маленький домик с деревянным покрытием снаружи. Я увидел украинского вооруженного солдата. Я попросил: пожалуйста, помогите мне. Я хочу поехать на Шри-Ланку. Помогите мне. Я одет в гражданскую одежду, а не в солдатскую. Он пригласил войти. Я зашел вовнутрь. Он сбил меня и нацелил на меня оружие. Он схватил меня и завязал мне руки. Я его просил, говорил, что хочу уехать в Шри-Ланку. Вот и все. То есть вы вернулись обратно, получили свою одежду в сумке и потом пошли на фронт сдаваться украинцам. Да, знаю. Те, кто встречал меня в России, не украинские солдаты, любой из тех, кого я встречал, мог меня узнать. Если бы российский солдат встретил меня в форме, он бы в меня выстрелил. Потому что я покинул российскую армию. Вы имеете в виду, что если вы вернетесь в российской форме, в вас будут стрелять? Извините. Если вы отступите от линии фронта, в русской форме россияне будут стрелять в вас. Да, поэтому я вам сказал: извините, еще раз повторите. Итак, вы вернулись с линии фронта, вы провели 3 дня под бронированным танком и 3 дня в каком-то доме. После этого вы пошли, оделись в гражданскую одежду и вернулись к этому дому за сумкой. Вы сказали о сумке с одеждой и с противогазом. Да. Это была ваша одежда, ваша сумка, да. Я же встречал русского солдата. Я сказал вам, что встретил его. Я видел русских солдат. Я видел их. Но я не был в форме. Русский солдат не подумал обо мне то, что я вышел с русского лагеря или сбежал с русского лагеря. Так что я только в сумке имел русскую форму. То есть у вас была сумка, да. Извините, у вас была с собой сумка. Значит, когда вы шли на фронт, у вас была сумка, да. Моя сумка, да. Или нет? Я не понимаю. Почему вы пошли к украинцам сдаваться, а не обратно к русским? То есть вы пошли к украинцам сдаваться? Да. Почему вы не вернулись к русским? Ведь украинцы тоже могут вас расстрелять. Я думал, что у меня был шанс на то, что украинские солдаты мне помогут. Поэтому я попросил их: пожалуйста, помогите мне. Я не знаю, что об этом думать. Я был очень голоден, очень хотел пить, не знал, что делать. Россияне вам говорили, что они будут делать, если вы просто бросите оружие и убежите. Угрожали ли они открыть по вам огонь, выстрелить в вас, если вы отступите? Извините, я не понимаю до конца.
То есть, когда вы ехали на фронт, говорили ли вам россияне, что они будут делать, и если вы откажетесь идти на фронт, и если вы побежите назад и бросите оружие? Они угрожали застрелить вас. Россияне. Я не могу это перевести. Пожалуйста, переведите на английской частями. Знаете ли вы, получили ли вы деньги на свой банковский счет, на банковскую карту? Нет, у меня нет своей банковской карты. Еще 7 марта наши телефоны и паспорта тоже были переданы россиянам. Я не знаю. Я не мог об этом сказать никому. Связывались ли вы со своей семьей во время пребывания в России? Были ли у вас контакты с семьей? Никаких контактов в течение 5 месяцев. Я не знаю ничего. Моя жена была в очень тяжелом состоянии. Я не знаю, мертва она сейчас или жива. Я не знаю.